Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы все получаем то, чего желаем. А я вам желаю взаимной любви. И если для вас актуально, давайте сегодня посмотрим, где же наша родственная душа, где наше близнецовое пламя, кому как повезет. Может быть, это душа рядом с вами, может быть, она в другом каком-то мире, в другом измерении. Может быть, вы уже прожили долгую жизнь и сейчас уже расстались. А может быть, вам только предстоит встретиться. И мы посмотрим, это поможет нам, знаете, оценить. Может быть, знаете, бывает так, что близнец рядом с вами был, например, в прошлом, но отношения могли не сложиться, потому что не было достаточного уровня осознанности. Может быть, близнец, допустим, сейчас рядом с вами, да, но вы можете не осознавать этого. И это тоже добавит вам сейчас осознанности. Естественно, что лучше смотреть в индивидуальном раскладе, потому что больше будет понятно, это родственная душа или это близнецовое пламя. Но мы сколько сможем информации взять отсюда, да, столько и возьмем. Мы готовимся как раз к вратам 0606. Это символ РД-потока, близнецовых пламен. И ровно год тому назад наша группа практиков Беркана стартовала на этих вратах. И мы начали работу очень такую длительную, глубинную, внутреннюю. Было очень много техник, погружений в течение года, и мы замкнули круг. В этом году мы набираем новенькие. Мы вас приглашаем. Под этим видео есть ссылка, вы можете по ней пройти и ознакомиться с практикой, которая будет во вратах 0606. Если вас притягивает тема РД, близнецовые, раскрытие сердца, гармонизация мужского и женского, отпускание прошлого, да, открываем себя новому. В общем, исцеление сердца и вхождение в РД-поток. Если резонирует, то я предлагаю вам поработать с нами во вратах 0606. Малышей призываю. Опытные тоже могут присоединяться. У нас сейчас поток расслаивается. Для опытных у нас будет практика 5 числа, для малышей 6. Но также есть у нас опытные, которые захотят присоединиться к малышам, почувствовать РД-поток. Я даже в этом не сомневаюсь. Это будет очень хорошо. Поддержите наших малышей, наших новеньких. Если пойдет такой резонанс, тоже тогда проходите, читайте. Я создала сегодня одностраничный сайт для того, чтобы вы могли ознакомиться с практикой. Ну и мы, в общем-то, с вами сегодня делаем расклад на 6 позиций, потому что шестерка рулит, да. РД-поток – это 6-й аркан влюбленные, поэтому у нас 6 позиций, чтобы посмотреть, где же ваше близнецовое пламя, либо ваша родственная душа. Поэтому можете уже настраиваться и выбирать, какая информация пойдет, но мы посмотрим. Что-то будет, как-то будет. Опять-таки по нашей готовности, да, по нашему запросу. Вообще у многих только вот и открывается миссия, предназначение после встречи с родственной душой.
Бывает болезненная встреча, бывает очень неоднозначная встреча, бывает очень такое резонансное расставание. Может быть, не отболело еще у кого-то. Но обычно так сильно зацепить может родственная душа, либо кармический партнер, что часто одно и то же. Это глубокая тема. У меня на тему близнецовых, во-первых, есть много видео. Есть уже сняты ченнелинги. Даже есть у нас ченнелинги, где мы сканировали семья пятой мерности, да, как пары образуются в пятимерье, да. Поэтому все это есть, вы можете набрать в поисковике у меня на канале «Близнецовое пламя» или что-нибудь, слово «любовь», да, и вы на эту тему можете смотреть очень много таких видео, которые вас исцелят ваши отношения к себе, к партнерству вообще в целом, да. Почему я в этом абсолютно уверена? Потому что я как раз-таки наступила на все грабли, которые можно было бы себе представить в этой жизни. И очень интенсивно проживала общение с родственной душой. И расставание очень такое болезненное. И отпускание, да. И могу сказать, что все эти стадии отпускания, расставания, они столько там 50 оттенков серого ты проживаешь, прежде чем ты окончательно перейдешь на новый уровень. И с каждым уровнем, фактически, каждый уровень ведет тебя к просветлению. Вот мой опыт говорит о том, что это благословение. Это большое благословение встретить родственную душу, совершенно неважно, сложилось, не сложилось. Это очень большой багаж знаний, информации, палитра чувств, вкусов жизни, которые вы как будто бы закачивается, да, в ваше сознание. И это дает большой толчок для развития духовного всегда. Всегда. Вообще не важно, как складываются отношения. Поэтому искренне, я считаю, надо идти в отношения, принимать так, как есть, как получается, и помнить о том, что как бы ни получилось, это всегда для духовного роста. А так как мы путники, и для нас самое важное духовный рост, так это уже я брала, то, естественно, будем мудры и уравновешены в этом плане. Не знаю, как вы будете выбирать свою позицию, почувствуйте сердцем. Может быть, вот я, кстати, тотем сейчас положу. Может быть, настроившись на тотем, вы почувствуете свою родственную душу, да? Почему? Потому что это должно быть что-то в резонанс с вами, да, с вашим вот таким вот, несущая чистота ваша, да. В общем, там, где позиция вам резонирует, и вам кажется, что это что-то близкое, родственное, значит, это ваше. Так, и как же без совета высших сил? Если что-то у вас не резонирует, смотрите просто другую позицию. В этом нет ничего такого, потому что это общий расклад. Это естественно. Бывают такие вещи. Иногда, но бывают. Несмотря на то, что вы очень опытные, интуитивные. Я знаю, что вы очень хорошо со мной сонастроены. Давайте поставим лайк под этим видео. Если вы еще не подписаны, подпишитесь обязательно. Будьте со мной в одном потоке. И мы полетели. Если вы поможете ставить тайм-код, тоже буду благодарна безмерно. Это очень мне помогает.
Так, ну что, полетели, первая позиция. Итак, нам нужно с вами ответить, где же ваша родственная душа или близнецовое пламя в данный момент. Значит, вот смотрите, сейчас посмотрю дальше, но пока такая информация. Во-первых, точно есть близнецовое пламя. Прям вот чувствуется, потому что так, у некоторых не ощущается близнецовое пламя сильно хорошо. Вот здесь вот я ощущаю, здесь есть парная энергия, она нацелена на творческий союз. И в предвкушении, я бы сказала. Вот ваше близнецовое пламя, оно в предвкушении встречи с вами, как, впрочем, и вы. У вас это обоюдный процесс. Такое вот впечатление, что вы где-то проходили, может быть, общие такие трансформации, эволюции свои. И сейчас вот у вас есть состояние предвкушения. Это лучшее слово для того, чтобы выразить. Знаете, как будто бы есть внутреннее знание, что вы уже вот в одном потоке. То есть предопределена ваша встреча. Но я не чувствую его рядом, ваше близнецовое пламя. Я его чувствую как в предвкушении, то есть все находится еще в будущем. Но то, что это точно уже все, вы в одном потоке. Вот, кстати, вот врата, которые мы проходим 0606, ровно год тому назад, когда я проходила врата 0606, мне пошла информация, что каждый, кто проходит врата 0606, входит в свой РД-поток, каждый настраивается максимально корректно на свою родственную душу. И уникальная медитация получилась в прошлом году, нежная, красивая, трепетная. И вот ощущение вот этого лагус я очень хорошо помню. Поэтому у меня такое впечатление, что, может быть, здесь смотрят те люди, которые хорошо поработали со своими эмоциями, отпустили прошлое и вот находятся в предвкушении. И ваша родственная душа, она в доверии, в предвкушении и как бы прям расположена. Ой, какая прелесть, дар быть партнером. Ну вот ваша родственная душа, ну такая вот уже готовая, да? Готовая, она уже ручки тянет, вот как бы хочет уже тоже встречи. Так, королева мечей, рыцарь чаш, какая прелесть. Что тут у нас? Валет воздуха, восхищение, преклонение, знаки внимания. Принимайте восхищение, поклонение, вы их достойны. Самоизлечение. О, дракон огня. Прекрасно. Ослабь хватку, контроль, зависимость, пустите благодать в свое сердце. Значит, смотрите, тут самоизлечение произошло от каких-то созависимых отношений. Вот тут сейчас я чувствую как? Кто-то из вас исцелился от вот таких вот сложных взаимоотношений со своей родственной душой и находится в предвкушении встречи с новым партнером. У меня вот здесь какое-то ощущение, что наконец-то произошло исцеление от одних отношений, да, и готовность встретить новые. Поэтому в любом случае здесь вот ваш
ваша родственная душа, она у вас точно где-то вот есть, она проходит еще какую-то реабилитацию, но вот как я чувствую, это все практически уже, ну, практически все. То есть душа ваша готова к отношениям, родственная, ваше близнецовое пламя обладает колоссальным творческим потенциалом, с хорошим очень интеллектом, развитой чувственностью, э, наработала вот в себе, смотрите, были, видимо, какие-то созависимые отношения. И вот этот опыт уже есть. И это очень важный, хороший опыт. Сейчас он ощущается как ресурс. Колоссальный ресурс, когда вы исцеляетесь от созависимых отношений и искренне можете сказать «благодарю» своему партнеру. Поэтому у кого-то, возможно, здесь срезонирует, что есть какой-то партнер из прошлого, но в то же время здесь есть предвкушение новых отношений. Поэтому, знаете, здесь ситуация как будто бы вот так раз и распадается. Так или иначе, но в настоящем этой души нет. То есть у вас как будто бы был опыт, достаточно такой вот своеобразный опыт общения с одним очень интересным человеком, с одной родственной душой, и сейчас какая-то другая ситуация. Вы уже как будто бы перестаете, ослабили хватку, да, вот, и там тоже. Вот с той стороны тоже. Там тоже какая-то ситуация очень наподобие с вашей. Вы вообще как будто, знаете, с вашим близнецом вы идете параллельными курсами. Вот. Похожими, подобными ситуациями. Поэтому вот как будто бы, знаете, как зеркало я вижу такое. Но в любом случае, ваш близнец, он существует, он находится в состоянии уже исцеленном, ему хочется уже новых каких-то взаимосвязей, и он наработал опыт партнерских взаимоотношений. Это очень хороший симптом. Вот, совет здесь такой, видите, не торопить нужно события, то есть как будто бы исцеляется сердечная чакра, она должна еще наполниться, она должна еще ожить. Здесь немножко много ментального контроля. Вот кому свойственно, то ваш близнец тоже будет такой вот, не из сердца, да, живущим. Поэтому смотрите, вы нарабатываете качество сердечности. Вот. А скорее всего, вы жили из состояния ума раньше. И ваш близнец тоже. Вот сейчас нарабатывается вот это состояние принятия, сердечности. Вообще глобальная ментальная трансформация, установки меняются, вообще отношение к партнерским отношениям меняется. Вот, где-то этот партнер, не могу сказать, вот что он далеко или близко, но он как в предвкушении любви, вот интересно. Как будто бы уже есть такая отмашка, уже можно, но не прям сегодня, да, но можно уже задуматься об этом. Вы встретитесь скоро. Да, вот он вышел, вышло. Вот ваши новые отношения. Они стремительно врываются в вашу жизнь. Я смотрю, что здесь все готово для встречи нового партнера. Поэтому, ну что я могу сказать? Поздравляю! Ваш близнец готов к новым отношениям, вы тоже. Я даже не знаю. И здесь очень большая работа проделана над собой. Вот как я вижу, здесь прошлые отношения были, ну, прям болючие-болючие. И сейчас как будто бы вот все шикарненько. Можно еще взять вот совет для вас отсюда. И прямо хочется сказать на пороге.
Тут рекомендацию я вам только могу дать. Живите из сердца. Не пытайтесь ухватить Бога за бороду. Или там что-то просчитать, как-то схитрить. Нет, здесь не надо это делать. Восьмерка огня. Готовность, спонтанность и смелость. Пора сказать «да» тому, что пришло. Открыть новое, окунуться в неизведанное. Ну, смотрите, тут прям, я не знаю, как я вас поймала, знаете, такое впечатление, что вы бы и без меня тут все сами. Ну, я как-то вас так поймала. Интересно, в таком положении, когда вы прямо на пороге вот встречи со своим духовным родственником, либо близнецовым. Тут на близнеца очень похоже. Какая красота! Я себя прям чувствую свахой такой духовной. Если понравился расклад, напишите, пожалуйста. Мне кажется, очень вдохновляющий. Поставьте лайк под этим видео, подписочка с вас, тайм-код и вторая позиция. Где находится ваш близнецовый партнер? Кто он, где он? Такое прям перерождение происходит с близнецом. Очень долго без отношений. Вот был близнец, очень долго без отношений, в каком-то прям драме, трауре. Но так была какая-то, видимо, причина, и человек закрылся. Но уже все. Вот этот процесс перерождения феникса произошел, и вот он вылетает. Да, диссоциация. Видите, какая травмированная история? Ну вот еще пока не отболела, не отстрадала, но вот как бы все равно наметился выход. Да, двойка монет, тут такая переходная стадия. Король воды, отдых. Белый лебедь, смотрите, какой близнец. Белый лебедь. Ну вот он тут нежная душа, такой психотип ранимый. И смотрите, тут даже тяжесть мира, границы нужно отпустить. Это не ваша ноша. Ну вот прям душа такая вот страдалец, Пьеро. Здесь про него можно было бы сказать, что точно был в каких-то созависимых отношениях, в которых отыгрывал именно жертву. Вот. Но сейчас начал больше ценить себя, больше любить себя. Вот находится, видите, в состоянии отдыха. А это уже хорошо. Это значит, человек понял, что надо подсобраться как-то. И вот он закрылся и решил для себя, что пока вот я не восстановлюсь, я в новые отношения не иду. Поэтому ваш близнец, ну, где-то там в себе. Я не могу сказать, далеко или близко, но он переживает вот сейчас такую вот чистку очень мощную. Ему нужно еще пока вот он отпускает свое прошлое, отпускает себя. Может быть, это синхронистично с вами, потому что часто, если есть это правда ваш близнец, то вы должны тоже в таком процессе сейчас находиться. Поэтому это хорошая подсказка для вас. Если у вас такой же процесс приблизительно, либо недавно вот он был, только закончился, ну, по времени, потому что это может немножко в разное время с вами происходить, да, но процесс тот же. Может быть, вы только что из него вышли, а ваш близнецовый партнер, он еще пока весь еще в переживаниях и в страданиях. И тем не менее, он выбрал жизнь, он выбрал себя. И это хорошая новость. Так, давайте еще возьмем чуть-чуть больше про вашего партнера.
Да не готов, нет. Нет, ну пока прям сейчас вообще даже не думает на эту тему. Вот сейчас он поставил себя на первое место и решил, что он должен сделать, ну, как бы позволить себе начать все с чистого листа, позволить себе восстановиться, позаботиться о себе. Даже вот этот белый лебедь — это символ человека верного, преданного. Он, скорее всего, отыграл жертву в каких-то отношениях, понимаете? Пострадала его вера в любовь. Вот, раскололась его вот личность. Что-то произошло такое, что он не может поверить, что так может быть, что так бывает, что можно так поступить, да, допустим, с человеком. Вот какое-то он переживает предательство, да, там, либо что-то такое. Вот, и, ну, лебедь, вы знаете, как лебеди, они верны, да, верны и преданы. Поэтому здесь нужно время, чтобы начать с чистого листа, но тут есть потенциал для возрождения. Мы видим, что процесс идет. Поэтому, ну что, да, возьмем еще для вас совет. Совет для вас возьмем еще. Все равно, когда мы настраиваемся на нашего близнецового, что бы там ни было, а мы укрепляем нашу связь и помогаем друг другу. Поэтому даже в такой тяжелой ситуации, зная о том, что душа нуждается в поддержке, вы не можете не чувствовать сочувствия, эмпатии. Если это реально ваш близнец, то по всему телу протекает такая энергия, что хочется помочь, протянуть какую-то руку помощи сюда. Туз воды, эмоции, любовь и счастье. Когда мы полны любви, то готовы просто дарить ее, и мир отвечает нам взаимностью. Наполнитесь любовью к себе. Ну вот, собственно говоря, и ответ. То есть пошлите любовь вашему близнецу. Он нуждается в этом глотке веры в людей, да, чтобы он быстрее восстанавливался, не разочаровывался в любви, в людях. И здесь такая вот натура чаши, любовь, сердце, да, гармония, идеализм, да, такой вот. Поэтому вот ваш близнец, он такой, и если вы тоже такой человек, то вот это вот такая вот, что близнецовые очень похожи. Вот тогда смотрите, да. Наполняйтесь сами, и будет наполняться ваше близнецовое пламя. Посылайте ему свет и любовь, поддержку духовную. Ох, такой прекрасный лебедь здесь, что прям не хочется уходить с этой позиции. Ну что, мои дорогие, если резонирует, поставьте лайк, подпишитесь на мой эзотерический канал. Иная реальность работает для вас. И третья позиция, где находится ваш близнец. Ваше близнецовое пламя. В тяжелой какой-то, в испытании, скажем так, да, в испытании, в отстаивании себя. А может быть, буквально на войне, потому что здесь вот противостояние, да, такое чувствуется. Ну, либо в тяжелой ситуации, любой ситуации экзаменационной, либо у него вот такая вот деятельность, что он всегда собранный, может быть, там как хирург, да, или как профессиональный военный, да, или там юрист. То есть его меч — это его мысли, да, четко мыслит, структурно, смелое сердце, благородный характер. Вот дар — свобода. Видите, ценит свободу. Ценит свободу, это понятно. Так, семерка пентаклей. Ну, как-то и не пытается, я смотрю, да,
по Луне тоже не пытается он выстраивать ну, какие-то отношения без обязательств. То есть он сейчас пока что плывет по течению, не заглядывает слишком далеко, сосредоточен на каких-то практических вещах. Даже вот он вышел как король Пентаклей. Ответственность, управление, опора. У вас есть на кого опереться или кто-то появится в ближайшем будущем. Но смотрите, в принципе, надежный, да, такой вот мужчина-мужчина, да, на которого можно опереться, на которого можно положиться, и при этом он выходит у нас драконом воды. И Луна здесь интересное сочетание таких вот энергий, когда как знаете, вот видно, что у этой натуры как двуликая такая натура. С одной стороны, вроде бы мужественный, практичный, самостоятельный, с другой стороны, натура метущаяся, чувственная, психология здесь очень глубокая, и он не торопится. Вы знаете, вот точно, что в нем есть, он не торопится делать какие-то резкие шаги м, и выводы, скажем так. Божественная любовь. Боже мой. Дыхание космоса. Плыть по течению, а не против. Вмешательство в планы Вселенной. Вот смотрите, у него такой этап. Он решил попробовать снизить, знаете, уровень стресса и контроля. Вообще натура здесь такая вот, она двоякая. Может быть, вам тоже такое свойственно. Полет мысли, здесь очень интеллект высокий, большие знания, широкие взгляды, эзотерический, скорее всего, подход. Вообще вот интересная натура с точки зрения, вот, например, многие мечтают встретить мужчину, чтобы он как-то в эзотерике разбирался, к духовным практикам он был близок, да, допустим. Психолог, чтобы он был как-то более-менее чувствовал женщину, да, понимал ее. Так вот это вот все про этого мужчину. Вот здесь мне очень нравится эта энергия, очень зрелая, интересная энергия. Вот, но что хочу сказать, он не будет себя закрепощать семьей, либо он будет в любом случае, даже если это будет семья, но это будет все равно на первом месте свобода и любовь. То есть такого мужчину не удержишь, если он не будет чувствовать комфорт, да. И вот сейчас он понимает, он очень дорожит, вот он завоевал себе какой-то комфорт, понимаете? Он завоевал себе какой-то образ жизни такой, который ему нравится. Он, почему тут чувствуется уровень стресса? Потому что он как будто бы, а, долго жил вот в состоянии, что нужно этого всего достичь. А вот сейчас такое вот ощущение, что он очень многого достиг. И сейчас он хочет наслаждаться жизнью, он хочет, плыть по течению, быть свободным человеком. И в то же время он, не лишён желания партнерских отношений. Без каких-то обременяющих, да, вот таких вещей, без нагрузки. Я бы даже сказала, это бесконечно у него вот так вот может длиться. То есть если по возможности как можно дольше тянуть, чтобы можно было без обязательств общаться. Тоже, скорее всего, это потому, что он завоевал себе эту свободу, возможно, долго был в каких-то вот как будто бы кандалах, обязательствах, потому что король пентаклей, они обычно хорошие семьянины и очень, хорошие отцы. И здесь,
Ну вот как-то сейчас он не хочет ничего, но он хочет заниматься тем, что он любит. А любит он психологию, эзотерику, интеллектуал, скорее всего, любит поговорить о чем-то таком, да? Вот. Но вот где он сейчас при этом, да, при этом всем? Он как-то так, знаете, я не знаю, даже если вы имеете в своем окружении такого короля пентаклей, он, знаете, в таком состоянии, как я с тобой и не с тобой. Поэтому сказать, что он у вас есть или его нет, ну, если он у вас есть такой в окружении король, то вы об этом знаете. Если у вас нет такого знакомого, ну, значит, вы его встретите в ближайшем будущем. Да, вот у него новый жизненный этап, он отпустил какие-то отношения, закрыл тему и не собирается больше строить ничего вот такого, во всяком случае, в ближайшее время, ничего серьезного. И, кстати, возможно, это ваш партнер. Интересно. Да, это ваш партнер. Это, скорее всего, ваш партнер, с которым либо заканчиваются отношения, либо закончились. Либо вы еще не знаете, что они заканчиваются, но он уже все решил. Да. Семерка пентаклей. Какая-то затяжная вот ситуация такая вот. Что-то не прояснилось еще. Но просто вы должны знать, что если такой мужчина есть в вашем окружении, и у вас с ним отношения, то он просто уже в состоянии ухода. Он как бы определился, он решил, и даже если он не сказал об этом, то он уже уходит. Да. Смотрите, тут закрывающиеся отношения. Здесь отработанный какой-то сценарий. Вот сценарий вы прошли, да, глобальный. У вас какой-то пласт прошли с этой душой. И все, и вы расходитесь. Тут для вас вот сейчас нужно правильный ресурс взять из этих отношений. Вот у кого-то такие отношения сейчас заканчиваются. Правильно оценить эти отношения, правильно на них посмотреть с более высокой точки зрения. Да, у вас вот новый жизненный этап, у него тоже новый жизненный этап. Здесь все заканчивается. Здесь все заканчивается, здесь отношения, которые уже отыграли, и вот как бы вы свободны. То есть здесь вы свободны друг от друга. Но я думаю, что вам нужно обязательно отпускать и обязательно брать ресурс. Глобально прорабатывать это все, брать ресурс из этих отношений. Здесь очень интересный партнер, и ну, мне кажется, что такой партнер мог много дать вам. Смогли ли вы взять, да, то, что дают? Вот это тоже вопрос. Ну, в общем, интересно. Вот здесь позиция очень интересная. Она такая какая-то
Недаром здесь дракон воды. Она здесь какая-то такая потайная, психологическая. Тут такие интересные, конечно, качельки. Луна, непредсказуемость, скрытость. В общем, человек что-то себе на уме, он что-то наметил и уходит. Здесь надо отпускать. Вот. Так что исцеляемся, отпускаем партнера. Очень интересного, конечно, много научившего вас, скорее всего. И освобождаем наше сердце, готовим его к встрече нового партнера, поскольку все только начинается. У вас новый жизненный этап, колесо фортуны. Поэтому все возможно, дорогие мои родственные души. Ну что ж, благодарю вас, если я была вам полезна, я очень рада. Поставьте лайк, подпишитесь. И давайте посмотрим четвертую позицию. Где же ваше близнецовое пламя? Хочется сказать, у вас под мышкой, да? Да, рядышком с вами. Ну да, собака. Рядышком с вами. Школа Земли, жизненные уроки, рост души. Ваше близнецовое пламя прямо рядом с вами. Вы уже прямо вот с ним все проходите. Но сейчас у вас кризисный этап. Ну, это видно. Вы проходите свой урок. Это надо пройти, это надо пережить. В каждом случае что-то свое. У вашего близнецового пламени кризис. Может быть, это кризис среднего возраста. Да? То есть здесь вот борются обязательства и желание свободы. Но вы очень... На самом деле вы вот прям созданы друг для друга, но это не значит, что вы должны до конца своих дней быть вместе. Это только вам решать. Как вы пройдете этот кризис? Сейчас кризис, прям кризисный кризис. Но новость хорошая в том, что рядом с вами замечательная родственная душа, и вы сможете преодолеть это, если захотите, если наберетесь мудрости. Давайте посмотрим. Колесничий, да? Ну, какие-то конфликты. Смотрите, вам надо поработать с установками. Вы выросли из прошлых взаимоотношений, ну, в смысле прошлого уровня, да, взаимоотношений. И у вас тут, скорее всего, еще кармическая программа обострилась, потому что у вас тут в прошлых жизнях уже был подобный сценарий. Смотрите. То есть у вас как бы и родственные души, и кармические партнеры. И сейчас у вас прямо вот урок. Вы проходите кризис, вы проходите урок. Это нормально, все так проходят. Наберитесь, пожалуйста, терпения, мужества. Рядом с вами родственная душа. Возможно, даже близнецовое пламя. Но у вас есть совместная карма. А вы на мужских энергиях, а вам надо быть на женских. Так, совет. Тройка огня. Активность, соблазнение, завоевание. Иногда стоит отбросить сомнения и действовать, несмотря ни на что. Главное идти. Что я вам хочу сказать? Вы это переживете. Это не конец. Нет. Вы переживете этот кризис. Самое главное, в голове себе уберите установку, что, может быть, нам разойтись там или что. Ну, понятно, это надо смотреть индивидуально, на индивидуальной встрече. Я не могу всем одинаково, да. Но вы хорошая пара, у вас хорошая семья, вы многое прошли. И это вы пройдете. Ну вот, семерка воздуха, холодность, отстраненность, беспристрастность. Беспристрастно оцените происходящее, включите холодный рассудок и найдите ответ. Вам нужна помощь
помощь просто. Вам нужно с кем-то поговорить. Хотите, приходите, пообщаемся. Вам нужно просто выговориться, расставить все по своим местам, разложить по полочкам и живите себе долго и счастливо. Ну, конечно, если у вас есть любовь, если есть желание продолжать эти отношения, у всех же все по-разному, но я здесь не вижу от работ, ну, как бы, что надо вот бросать все, нет. Ну, конечно, только вы принимаете решение. Ну, просто кризис. Кризис, который можно пройти с достоинством, извлечь уроки, извлечь ресурсы. Но хорошая новость в том, что ваше близнецовое пламя или ваша родственная душа, тире он же и кармический партнер, прямо рядом с вами. И я вас с этим поздравляю. Если я вам чем-то помогла, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подписочка, и мы полетели. А это у нас 5-я позиция. И где же ваше близнецовое пламя? И вот оно, Геба. Как я люблю Ера и Геба. Во-первых, точно есть, да, есть такой партнер, вот он тоже как король Пентаклей у нас сразу, но тоже вот он прямо здесь, то есть это вот отношения, 5 чаш, 9 земли. Ну вот смотрите, возможно, да, тут боль, исцеление ран. Смотрите, здесь расстались. Скорее всего, уже все, да. Но это были вообще такие серьезные отношения. Ожидание, время еще не пришло, детали пока неизвестны. Вот смотрите, такие вот состояния качель. То есть, смотрите, отношения, которые на грани разрыва, или, может быть, вы расстались, но есть надежда на соединение, да? Здесь очень сильное притяжение. Я еще пока ощутимо очень сильное притяжение. Вы не можете противостоять этому притяжению. Это партнер, которого вы знаете. Да, здесь плачет душа, разбито сердце, что-то не клеится. Есть такой вот, есть недоговоренности, недосказанности, есть темы, которые вы не можете открыто обсуждать, но здесь тоже веет партнерскими отношениями из прошлых жизней. Тоже, возможно, вы идете по тому же сценарию, по которому ходили уже в прошлом воплощении и договорились как-то исцелить, да? Исцелить и себя, и партнера. Ну, у вас есть шанс, да. Да, это из прошлого ситуации. Смотрите, вам можно посоветовать разобрать эту кармическую ситуацию из прошлого. Она у вас тоже вот сейчас всплыла. Ее необходимо отпустить, но для этого надо осознать, взять ресурс. Прекрасно будет присоединиться к нам медитации 0606, РД-поток, да, исцеление сердечных ран как раз там у нас произойдет. И вот я вас приглашаю по ссылочке внизу, вы можете почитать. Сейчас я еще возьму для вас совет. Тут исцелять надо. Ну, вообще желательно сделать ченнелинг, посмотреть, какая карма, что там не отработано, какой урок необходимо, да, осознать. Вам еще рано расставаться, вот как я ощущаю. Нет. Солнце. Да, тут возрождающееся что-то идет. Только здесь нужно переосмыслять. Здесь нужно поработать, переосмыслить отношения. Вы не готовы, по-моему, отпускать друг друга. Вот насколько я вижу, между вами очень сильный магнетизм. Еще когда вот сердце плачет, когда все вот так вот ноет, это как раз тот период, когда точно еще никто не готов никого отпускать.
Неважно, что, может быть, вы расстались, никто никому не звонит, но на самом деле вы держитесь друг за друга. Шестерка земли. Скажите нет тому, что разрушает вас и вашу жизнь, приведите все в порядок. И здесь можно привести в порядок, здесь надо просто правильно взяться, с правильной стороны. Это не потерянные отношения. Да, кармическая справедливость, равновесие. Значит, смотрите, здесь нужно выравнивать, исцелять эти отношения, работать над собой в первую очередь. Не ждать, пока партнер там что-то там. Вот. Еще знаете, что может быть? Вы немножко на разных уровнях осознанности находитесь. И несмотря на то, что ваша родственная душа – это прямо ваша-ваша, вам сложно общаться, слышать друг друга. Это разбивает сердце. Как будто вот не на все темы поговоришь, например, да? Партнер может быть слишком приземленным, например. Но это ваш духовный партнер, это ваша родственная душа. И это хорошая новость. И здесь есть над чем работать, и брать ресурсы, учиться, идти вперед. И выгружайте, пожалуйста, программы кармические, осознавайте их, приходите на личную встречу, если вам нужно. И все здесь можно поправить. Поэтому я вам желаю счастья, удачи, и будьте осознанными. Если вам чем-то помогла, поставьте лайк, пожалуйста, под этим видео, подпишитесь на мой эзотерический канал, и мы полетели. У нас 6-я позиция. Где же где ваше близнецовое пламя? Где ваша родственная душа? Ой. Баран. Так, прыжок, энергия Андромеды, приключения навстречу переменам. Значит, смотрите, ваша родственная душа переживает колоссальную трансформацию своего сознания, причем благодаря вам. Это член вашей семьи, это у вас семья, это однозначно. И тоже вот интересно, что расширяется сознание у вашего партнера благодаря вашей осознанности. И это такое счастье, вы знаете. Но душа его была какая-то совершенно закрытая от много информации, которая не воспринималась. Не пробиться было, да. А сейчас вот явные подвижки, и это ваше влияние. Он слышит, он интересуется, он как-то реагирует. То есть, прямо радостно, знаете, за вас. И у вас хорошо. Это вы все, вы на себе, понимаете, вы вывезли на себе эти отношения просто-напросто. И вывозите, и будете вывозить. И дай бог вам терпения. Но тут любовь, видимо, без любви тут невозможно. И душа вот открывается, душа как-то осознается, начинается какое-то развитие. Я, правда, допускаю, что еще какие-то робкие, может быть, плоды у кого-то. Может быть, кто-то скажет: да нет, вроде ничего такого не происходит. Но происходит. Просто, может быть, вы хотите какой-то вау-эффект, но здесь есть трансформация, здесь есть переход. И это прямо благодаря вам.
Да, 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 да. Здесь пошло, пошло, пошло. Здесь вот контроль разума. Конечно, здесь много установок, здесь еще не все так просто. Тут вот 15-й аркан, дьявол еще рядом. То есть тут прям бьются еще программы, но пошла подвижка, понимаете? Это очень вообще прогрессивный, хороший вопрос. Мне кажется, столько сил вложено в это. Вот я прям чувствую здесь с вашей стороны, почему-то я чувствую очень много отдано этим отношениям, вложено в это все. Но могу сказать, что не напрасно. Хотя все пока еще, может быть, не так быстро, но идет. Идет в сторону раскрытия человека. Да, видите, начало. То есть даже если вы не видите, этот человек пробуждается, он был спящий, понимаете, сознание было спящее, и благодаря вам это сознание проснулось. Да, понятно, что не будет сразу все и много, да, но все уже человек не может уснуть, понимаете, сознание, если пробудилось, то все. Сейчас единственное, что пойдет активная фаза, начнут биться установки. Знаете, центр эго очень обостряется, когда у путника он становится на путь, и у него еще пока две парадигмы конфликтуют, потому что старый мир был понятный, там ничего такого не происходило таинственного, а сейчас он может что-то больше чувствовать, больше воспринимать. Это может его, с одной стороны, пугать, с другой стороны, нагружать, но с третьей стороны, ему это может казаться странным. В общем, с четвертой он, может быть, будет отстаивать свою точку зрения. Ну, в общем, тут миллион вариантов, и это непросто. В общем, наберитесь терпения. Ну вот вам совет интеграция. Интеграция, 14 аркан, целостность, гармония, совершенство. Когда вы целостны, вы всесильны. Дайте себе время собрать все воедино. В общем, здесь большая работа. Во-первых, уже сделана. Во-вторых, у вас еще многое впереди. Но вот прямо хочется хвалить эту пару. Я чувствую, сколько труда в этих отношениях. Как это непросто на самом деле. Девятка воды, любовь, взаимность, близость. Просто наслаждайтесь тем, кто рядом, вы нашли друг друга. Ну, это прям ваша родственная душа. И вот смотрите, какой здесь интересный вариант у нас шестой, что партнер какой-то вот закрытый, да, вот спящий, и все-таки вот женщина его зажгла. Вот этот женский аспект, я чувствую, что сыграл очень большую роль. Идет раскрытие, идет доверие. Да, валет земли. Передайте полномочия тем, кто готов их взять. Позвольте другим проявить себя. Да, вот вам совет, дайте ему возможность проявляться. Не назидайте. Это очень частый аспект, когда один путник уже прошел большой путь, а другой путник только в начале пути, то опытный путник начинает наставлять. Наставничество такое. Не надо этого делать. Поменьше. Вот пусть проявляется вот это новые росточки, они должны сами найти свою дорогу. Подчеркивайте его уникальность, подчеркивайте, что молодец, и, ну, в общем, поддерживайте. Великолепный шестой расклад. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь. И обязательно я вас призываю почитать мое предложение, поучаствовать во вратах 0606. Всех-всех приглашаем, можно всем, и тем, кто уже был, и тем, кто еще не был, потому что это будет очень мощная настройка на РД-поток, на то, чтобы привлечь в свою жизнь настоящую любовь, открыться чувству, позволить себе любить, принимать и отдавать. И я желаю нам всем счастья, гармонии, любви рядышком с нашими близнецовыми и РД. Люблю вас, целую. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.